Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о пустых баночках за декабрь. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Возможно, будет немного бытовой химии. Я не разделяю видео на несколько частей, но только если редко. Поэтому как есть. Закончился у меня гель для душа Fiesta от Greenfield в объеме 500 мл из магазина Fix Price. Мне его дарила моя ученица Юля. Привет тебе, огромное спасибо. Эта бутылка была в виде как шампанское, там с такой фольгой. А я даже долгое время так аккуратно снимала. Хватило мне этого геля на несколько лет, именно потому что я использовала его только к новогодним праздникам. Очень приятный аромат, вполне хороший гель. И сейчас я остатки вылила в дозатор для мыла, тоже прекрасно. Как всегда, закончилась у меня краска от Faberlic Expert в оттенке 7.4, там также шел бальзам. Ну, долго говорить не буду про эту краску, она мне идеально подходит, пользуюсь, с 2014 года, наверное, точно. Меня все устраивает, крашу волосы один раз в 2 месяца. Еще у меня закончилось жидкое мыло Юдзу и Лайм. Это мне дарила Оксана. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Привет тебе, огромное спасибо за подарок. Я это жидкое мыло использовала на кухне в качестве мыла, в качестве жидкости для мытья посуды. Здесь приятный аромат, но он очень-очень яркий, поэтому я сочла, что именно для кухни он будет идеально. Ну, у меня в основном никогда не бывает жирной посуды, и с нежирной посудой он отлично справлялся. Один раз я там, по-моему, куриный бульон в маленькой такой кастрюльке сварила. Или что-то такое. Да, было сложновато отмыть. А так просто прекрасно. Также закончился у меня антижир из магазина Fix Price в объеме 500 грамм. Мне он очень нравится. Он ничуть не хуже, чем от Faberlic для духовок и плит. Но более бюджетная цена. Но вот несколько раз заходила в Fix Price, его не было, было что-то другое. Одно время вот сначала оранжевая была упаковка, потом красная, потом снова оранжевая, а сейчас я такого не вижу. Может быть, они сменили упаковку, там, не знаю. А средство очень хорошее, могу посоветовать. По сути, оно для меня практически универсальное. Я могу помыть как плиту, так и бытовую технику, и сковородки, кастрюльки, и даже чашки, если что-то там, какое-то загрязнение. А если с чем-то не справился антижир, справляется антиржавчина из Fix Price. Также из Fix Price закончились у меня меламиновые губки. 2 штуки. Цена на них уже не 50 чем-то, а 79 рублей, а качество стало хуже. Эти губки ластики, они, понятное дело, в процессе использования как бы так сходят на нет, но это прям в самом начале губка начинает крошиться, еще, как говорится, замучаешься потом все это везде собирать. Раньше 2 губок мне хватало на довольно большие пространства. Сейчас я покупала, чтобы помыть хотя бы бытовую технику, но мне не хватило намного. Так что я решила, что Fix Price я больше брать не буду. Я возьму или в Leroy Merlin, или там еще в каком-то магазине. Да, это будет подороже, но абсолютно точно более качественно. Я уже проверяла. Ну, а если мне захочется чего-то не самого качественного, ну, наверное, попробую заказать где-нибудь на AliExpress. Вот. Но, правда, я туда давно не заглядывала, не знаю, как там обстоят дела. От Natura Siberica закончился у меня облепиховый шампунь. Ну, я его перелила в основную бутылку, еще было немножко, я вот доиспользовала. Но, правда, знаете, у меня эта упаковка стоит давно, у меня вообще такое чувство, что вот этот пакет, может быть, он какой-то биоразлагаемый, может быть, еще что-то. Но вот внутренняя часть пакета, такое впечатление, что она начала разрушаться. И какая-то часть геля попала вот между. И
я сколько не пыталась, я не могла выдавить. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, оставлю и потом разрежу, потому что на самом деле там чувствуется, что много. Может быть, даже немного, но на один раз. Выбрасываю вот упаковку для зеркал и стекол Итлюпин из магазина Fix Price. Ну, по прямому назначению мне это средство, в общем-то, не понравилось, и я пользуюсь от Faberlic. А вот протирать поверхности очень даже хорошо. Я даже стала разбавлять. У меня 2 бутылки, и я там, ну, старую оставила, и, допустим, отсюда половинку вылила туда, и в обе бутылки еще и водой разбавила, и очень хватает надолго. Хорошо справляется со своей задачей, это меня устраивает. Есть сейчас в Fix Price или нет данное средство, честно, не знаю, не смотрела. Но по прямому, так сказать, назначению я не советую. Из магазина «Пятерочка» таблетки для посудомойки 7 в 1. У меня нет посудомойки, я брала для того, чтобы иногда там что-то прокипятить. Ну, кто впервые на моем канале, поясню, у меня, безусловно, есть стиральная машинка, которой я активно пользуюсь, но в кипячении нуждаются только кухонные тряпки. Но, во-первых, не всегда, и у меня их не так много в использовании сразу, чтобы, знаете, заполнить, во-первых, долго-долго копить. Нет, ну тряпок у меня много, но в использовании не так много. Да и потом я бы не очень хотела, знаете, копить тряпок где-нибудь там килограмма 2, чтобы загрузить машину и стирать там 95 градусов. Ну, во-первых, для тряпок, я считаю, которые все равно испачкаются, это как-то странненько. Вот. Ну, а уж тем более стирать несколько тряпок, поэтому иногда где-нибудь раз в несколько месяцев, обычно я их просто стираю в машинке и все, с каким-то другим бельем. А раз в несколько месяцев я люблю просто прокипятить. Может быть, не так, как раньше там кипятили, я не знаю. Я на час таймер ставлю, и все, и никаких проблем. Кидаю одну таблетку и, например, либо какой-то обмылок, либо просто порошок. Идеально. В принципе, я разводила в горячей воде вот это средство, и мебель протирала, было неплохо. Ну, я видео посмотрела, как используют. Насчет там убрать нагар со сковородки, ну нет, как-то не очень помогло, мне это не понравилось. Собственно, изначально я для этого-то и брала, насмотревшись видео. Есть у нас один канал, где советы чуть ли не каждый день, а прока от них нет никакого. Вечно какая-нибудь глупость. Но я нашла применение, может быть, и вам пригодится. Тамара, моя, в общем-то, подруга и ученица, подарила мне от Estelle средство такое кикимора разглаживающее. Очень приятный такой травяной аромат, какой-то знакомый мне из детства. Ну вот я только недавно начала пользоваться, попробовала 2 раза, но я там не могу сказать пока что-то основательное, но аромат не яркий, на волосах. Ну вот я сегодня помыла часа 3 назад, 4 может быть, нет, побольше. Ну, нежный такой аромат, едва ощутимый, это надо прям принюхиваться. Но волосы гладкие, в принципе, блестящие. Хороший продукт. Ну, насчет советовать, не знаю, оно явно не бюджетное. Ну вот, как-то так. Из магазина Литуаль отшелушивающие носочки ажиотаж. До этого я покупала в Литуале скинниц, или как-то так они назывались. Но вы знаете, они послабее, чем эти. Эти хоть и дешевле немного, но они все-таки посильнее будут. Действие написано через 3 дня, но раньше начинается. Ну, как-то побольше меня устраивает. Положила в использование такие коврики от Bon Home из Fix Price. Мы их покупали очень давно, когда еще все было дешево. Их можно использовать для сушки посуды, для протирки поверхностей. Ну, я не знаю, конечно, насчет протирки я не использовала, они вообще очень жесткие. Но
Ну, кстати, я не могу сказать, что они как-то супер впитывают. Ну, по крайней мере, воду они не удерживают. Хотя, может быть, слишком много туда воды попало, потому что я все 3 коврика положила. Я показывала во влоге в одном, когда я разбиралась перед Новым годом и мыла там посуду, бытовую технику, и туда все складывала. Ну, когда я коврики подняла, там внутри было все мокрое. Закончились от Поклан пакеты бумажные для бутербродов, 25 штук. Очень хорошие пакеты, в принципе, они мне нравятся, хотя мне кажется, что немножко качество стало хуже, но вообще они мне нравятся. Наверное, еще разочек как минимум возьму и посмотрю. Ну, к сожалению, действительно часто бывает так, что сначала продукт хороший, а потом не очень. Вот такой антисептик от Protect закончился. Вы даже не представляете, сколько ему лет. Когда я его покупала, в фикс-прайс все было по 36 или по 37 рублей. Ну, я его использовала в основном, когда там делала маникюр. Вот. В основном для этого. Патчи закончились у меня. Золотые такие, коллагеновые. Ну, нормальные патчи. Процентов на 70 помогают, ну, не больше. Чудес каких-то не делают. Ну, я думала, что я их израсходую за месяц, а потом как-то стало лень. Они у меня чуть ли не год были. Но, кстати, до последней пары сохраняли нормальную пропитку. Ну, и, как всегда, там ложечка, все такое. В принципе, хорошие, только я единственное не поняла, там всегда вот каждая пара лежала, один патч толстый, а другой тонкий. Я не поняла, в чем прикол. Удивительно. Так и не разобралась, но в целом как бы нормально. Такая масочка у меня была. Ну, как всегда, я ничего не записывала, но, насколько я помню, она чудес не делает, но вроде как лицо было посвежее в процессе. Может быть, чуть-чуть пощипывала, но могу ошибаться. И я как раз помню, я так для себя пометила, ну, в голове, как говорится, что в принципе, если, ну вот у меня закончатся все маски, я приду в магазин покупать, и будет вот это по акции по какой-нибудь, не по полной, конечно же, цене, то в принципе я ее возьму. Вот. Но в целом обычная маска. Следующая маска от Консли, Мангостин. У этой маски есть один плюс, это ароматерапия. Достаточно такой приятный, вкусный аромат, но в целом все остальное как-то, ну, как-то так. Ничего она особо не делает. И покупать в лучшем случае по акции, что я и делала. Еще масочка закончилась у меня из магазина Литуаль, сода. Ну, вообще, очень даже неплохие маски для своей цены. И то, что они постоянно там практически бывают по акции, когда 4 по цене 2, кажется. Мне они вообще там по 12 рублей с копейками обходились за бонусы. У них такая кремовая консистенция, текстура. Нежный, в общем-то, приятный, не яркий, не навязчивый аромат. Очень хорошая пропитка, которой хватает еще на неделю использования. Ну, уже не с маской, а просто как сыворотку на лицо наносить. Ну, лицо становится просто более таким свежим, там цвет лица получше. Нормально. Я бы сказала, идеально для своей цены. От Гималая еще вот на один раз осталось попользоваться увлажняющий крем. Я его покупала в Литуаль и с бонусами, и по акции. Мне эта баночка вообще обошлась в 40 рублей. Хватило мне, ну, я покупала, ну, почти, считайте, почти на 2 месяца, ну, на 1,5. Я очень довольна, мне понравился аромат, понравилась такая консистенция, она ближе к густой. Крем очень хорошо увлажнял кожу, но не давал, например,
какого-то блеска, как вот, например, от Nivea, да, их такой классический крем. Хорошие. И в принципе я, наверное, повторю, может быть, буду чередовать с любимым кремом Карина. Просто этот я приобрела, потому что в тот момент крем Карина просто исчез из продажи, по крайней мере, в Ашане. Последний раз я его покупала по 40 рублей, когда ездила в Питер, но это было как раз вот в сентябре. И все, когда я уже пошла там в конце октября, по-моему, приобретать, крема не было, а на Wildberries там вот за эти 39 грамм 300 рублей. Ну, знаете, какой бы крем классный не был, но все-таки это всего лишь 39 грамм. Это чуть больше какого-нибудь пробничка. Ну и я в итоге думаю, в общем, взяла вот этот и ничуть не жалею. Никаких проблем с кожей не было, кожа хорошо себя чувствовала, все как бы в порядке. Ну а сейчас уже в Ашане крем Карина появился по 65 рублей, но в целом, ну, это нормальная цена, учитывая, что крем хороший. Ну, по крайней мере, не запредельный. Выбрасываю упаковку из-под перчаток хозяйственных Йорк. Это размер S, такие желтые, с хлопковым напылением. Стоят они в Ашане 87 рублей, насколько я знаю. Когда-то я покупала их в Леруа. Ну, я думаю, что там столько же они сейчас стоят. Вот в Ашане есть от марки «Каждый день» тоже такие, ну, с виду такие, только без напыления, перчатки. Но там две пары за 40 с копейками, ну, практически 50. Но знаете, я лучше куплю одну пару за 87. Я люблю сэкономить, но в данном случае экономнее взять эти перчатки. Потому что, во-первых, они с хлопковым напылением, и руки себя чувствуют более комфортно. Во-вторых, они очень долго служат. Даже вот когда у меня длинные ногти и все такое, все равно они довольно прочные. А вот даже в том же самом Fix Price я брала там разные перчатки, разной плотности. И, ну, короче, мне они все не нравились. Потому что, ну, это выброшенные деньги. А вот эти очень достойные, я могу посоветовать. От Экотерапи соль с пеной для ванны, мандарин и мелисса мне присылала Оксана и Марина. Привет вам и огромное спасибо. И я тоже себе покупала, поэтому я не знаю, чей это конкретно пакетик, мой или девчонок, но, в общем, хорошая пена, но в ванной я не лежу, в основном только когда ванночку для ног, и то в небольшом совсем количестве, потому что ванночку я делаю вот эту гидромассажную, и, соответственно, там пузырьки, и пена просто будет на полу окажется, поэтому по чуть-чуть. Но мне нравится такая нежная молочная пенка. Если именно в ванну всю упаковку добавить, то еще будет аромат, конечно же, приятный. Хорошая такая штучка, интересная. Из магазина Fix Price пакетики для чая, вот эти маленькие, размер S, 50 штук, я покупала по 55 рублей, это было давно. Хорошие пакетики, очень была довольна, я их использовала в основном в термос, когда на прогулку. Заваривала просто идеально. У меня есть еще побольше. Вот. А также заваривала иногда и в чайник, потому что у меня, например, есть такой прозрачный чайник, и там еще стеклянное сито, все дела. Но если завариваешь чай, это одно, допустим, крупнолистовой, а если там что-нибудь мелкое, то все это засорялось. А такие пакетики очень хорошо выручают. Губки для мытья посуды 5 штук маленькие, они стоят меньше 20 рублей. Меня полностью устраивают, я могу как большой, так и маленькой губкой мыть. Я в любом случае их меняю раз в неделю минимум, поэтому для меня в приоритете, чтобы губки были дешевые. Когда-то в магазине Fix Price покупала эфирное масло антигрипп. Ну, в общем-то, толком и не пользовалась, у меня даже оно не закончилось, но я его просто сейчас... У меня было две упаковки, одна я не помню где, а вторую я сейчас открыла, потому что меня дома продуло, но что-то я как-то еще перед этим там погуляла и на всякий случай решила, что
сделать ингаляцию. Я еще показывала в лайф-влоге. У меня есть сауна для лица, но она же как ингалятор. Поэтому я совместила приятное с полезным, и поры почистила, и подышала этим средством. Вполне себе неплохо. Ну и, к слову сказать, не заболела. Также у меня вот отдельно много сашеток от краски Faberlic, моей любимой. Ну и сейчас использую, все-таки заставляю себя. Но вы знаете, это очень какая-то питательная маска, и мои волосы, которые с обычным бальзамом я мою один раз в 2 недели, и только на исходе 2-й недели они реально становятся грязными, то здесь волосы стали жирниться гораздо быстрее. Мне это не нравится, но я все равно пытаюсь себя сейчас заставить как-то хоть немножко доиспользовать. Ну, а как иначе? Вот такой набор салфеток 30×20, Академия комфорта, 5 штук. Это мне дарила Оксана. Еще раз огромное тебе спасибо. Ну, салфетки в наличии, все 5 штук. Ну, одну я начала использовать салфетку, и остальные пока новенькие лежат. Ну, вот, соответственно, этикетку выбрасываю. Очень хорошие. В Ашане покупала себе баф для полировки ногтей. Ну, неплохо. Просто вот он как-то быстро пришел в негодность, но пользовалась я им все равно долго, эффект был. В целом хорошо. Мешки для мусора от марки «Каждый день» 10 литров. Стоят не дороже 10 рублей. Очень хорошее качество, как ни странно. Я изначально ничего не ожидала от них, но по итогу хорошие. Еще одна сашетка от краски «Краса» бальзам. Как-то мне нужно было очень быстро сделать себе маникюр и потом его снять. Ну, накладные ногти. И когда-то я покупала за 10 рублей, там в каком-то стоковом магазине продавались ногти. Ну, знаете, они колятся как орехи, даже легче. Поэтому никому не советую, запомните такую этикетку. Ну, у меня их было много, и так или иначе я их доиспользовала. От Avon Advanced Techniques, там сыворотка для волос, мне она понравилась, пользовалась надолго, хватило, волосы не жирнила, но при этом весьма неплохо ухаживала. И довольно приятный аромат. Хотя изначально, знаете, когда я только приобрела, прям спиртом била в нос. А потом я даже, это не то, что я привыкла, а действительно выветрился, и осталась вот отдушка хорошая. И еще одна упаковка мешков для мусора. Ну, я как бы частенько покупаю. И вот такие вот подгузники, трусы впитывающие, одноразовые, от марки Просто. Ну, это вообще, когда у меня был еще жив ушастик, и когда он болел, ну вот использовали такие, мне подружка отдала. Ну, на самом деле, потом они уже, слава богу, не потребовались, а умер он, к сожалению, от совсем другого, от, ну, в общем, от сердечной недостаточности. Но, тем не менее, вот такие подгузники весьма неплохо. Мы там делали отверстие для хвостика, и нормально было. В общем-то, даже использовали потом, чисто когда я уезжала, приходила там гулять с ним девочка, и просто на тот случай, что если что-то пойдет не так, всегда их вот держали в запасе. Это были все пустые баночки. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.